Выкладывай. 25 июня, девчонки и мальчишки. Так, у меня есть такая штука. Ты офигеешь просто. А вот и она. Что я ей делаю? Я ей вот так вот беру и вот так вот опилки оттуда выпиливаю. Но иногда эти опилки уже не выпиливаются, потому что они попадают под обруч. И нужно снимать пластик, потому что звучит все уже не так. Когда ты играешь, пластик, я так понимаю, немножко туда-сюда делает. Иначе как они так залезают туда? Решила обойтись без шурика, без шуруповерта в смысле. Сниму обруч, выпилю оттуда опилки. И хочу чуть пониже его настроить. Опять видим волну. Не знаю, видишь ты, нет, вот она. Но я не хочу его греть, поскольку один раз я его уже грел. И один раз прогрев свой пласт, 2 раза вот здесь. Буквально вчера я его прогрел, чтобы убрать вот тут вмятин. Когда я играю кроссовером, так вот, тугу-ду-тугу-ду-тугу-ду-тугу-ду, то правой рукой через левую я бью вот сюда куда-то. Руки короткие. Я решил прогреть, чтобы убрать вмятины. И после этого я не смог его настроить. Я достал свой старый пласт, который еще не грел ни разу. Ну, все пласты новые я прогреваю, чтобы они сели на кромку слегка, чтобы произошел вот такой загиб. Потому что новые пласты нереально тут настроить. Они вот так вот через кромку огибаются. И вот сейчас здесь видно четкий угол. Видишь, угол прям. А если ты не прогреваешь, то есть, он садится на кромку. А если ты не прогреваешь, он не касается этой кромки. Он так делает вот так вот как-то. Вот. Я один раз прогрел этот пласт. И я его достал. У меня в загашнике там. Вот, кстати, тот пластик, который стоял. Вот он. Достал, поставил. И все звучит очень неплохо. А после того, как я сделал подвес вот таким образом, то есть получается на 4 винтах, получается у меня 2 винта свободно, видишь? А на 4 есть вот такие гайки, которые не дают болтам раскручиваться. Соответственно, строй не меняется. Вот как вчера я его настроил, так оно и стоит. Опа! А еще один болтик. Стоять. Берем наш специнструмент и спокойно вычищаем все. Нифига тут. Чтобы не сорить вовнутрь, по-хорошему бы уже надо ставить новый пласт. Но денег нет. Но вы держитесь. Можно было слегка прогреть, чтобы убрать вот эту волну. У меня есть тот пластик, с которым он пришел, но он мне не нравится. Барабан с ним звучит слишком звонко. Но он почти новый, смотри, на нем нет волны. Мне нравится Genera Dry, поскольку он гасит обертона. Здесь еще был пятачок вот такой черный. Я его отклеил, потому что мне не нравится, когда пятак. То есть ты играешь сюда, начинаешь смещаться, например, играя дробь, и у тебя звук резко меняется, когда ты за границу этого круга попадаешь. Мне нравится равномерный звук, когда ты можешь просто гулять по всему барабану без всяких проблем. На снейр запас пойдет. Интересно, есть ли тут волна? Чек. 3240 рублей. Это тот пласт, который я испортил, когда хотел его почистить. Видимо, тут пятна, но волны здесь нет. Получается, он лучше. Давай тогда чуть-чуть подтянем, попробуем прогреть. Этот пласт стоял совсем чуть-чуть. Я его хотел почистить вот эти пятна вот этой пеной. И она немножко съела покрытие. Совсем чуть-чуть. Но в тот момент у меня было гораздо больше средств, поэтому я просто заказал себе новый пласт.
А этот оставил на запас. И не зря. Не снимай, не выкладывай. Не снимай, не выкладывай. Кресло мое, купленное 100 лет назад, пришло в негодность. Какая крутая тряпка. У меня теперь дилемма, с какой стороны оббивать. Смотри, здесь типа такой каракуль, а с другой стороны типа замша. Не знаю, какой стороной сделать. Наверное, если вот этой стороной сделать сверху, будет круто вообще. Вещь. Когда мы покупали тряпку с собакой в магазине, тетка там прыгала вокруг нас, бегала, прям, я думаю, какая хорошая. Говорит, вот очень классная ткань, все. Но сдачу она мне дала вот такой деньгой. То есть это купюра, порванная пополам и склеенная скотчем. Как думаешь, у меня примут где-нибудь? Жопой. Стул вообще царский, тут еще подлокотники были такие. Но он с подлокотниками под стол как бы не заезжал, а я сижу близко как бы к столу. A single white rose in a field of red. A heart that was closed, it was undead. Здорово, снова здорово. У меня остался большой кусок тряпки. Я решил попробовать обтянуть. Так, я отогнул все штучки. Я понял, что вот эта штукенция, она нужна. Она одевается на край, на вот этот металлический край. Как бы предостерегает от прорыва ткани. Я только сегодня постриг ногти. Да, они приварены. Не знаю, что это такое. Я попробую сделать выкройку и зажать ее вот этими штуками. То есть, может быть, подвернуть вот так как-то, подсунуть и зажать. Подвернул раза в 2 и потихоньку заколупываю, не забывая подтягивать вот так вот. Вот все, что не нужно, я буду просто отрезать.
Я думаю, со временем уляжется. Вот эти складки разойдутся постепенно. Будет только что там внутри. Это меня вообще мало интересует. Но если что, выглядит это вот как-то так. Сейчас вот эти вот штуки торчащие на термоклей присобачу. Так. Прикольный эффект алькантары. Опачки. Так. Готово. Начал тебе видео записывать и забыл, что хотел сказать. Так бывает, когда ты заказываешь товар дешевый, то есть дешевле аналогов, таких же сумок дешевле у других продавцов. Либо на полдороги, либо когда товар уже пришел, продавец похватывается, короче. Тут сумка лежала, нафиг никому не нужна была. Тут она вдруг поехала, и продавец похватывается, что ни хрена себе. Что, типа, он лох, что ли, продавать за копейки сумку, которая стоит, может быть, в полраза дороже других продавцов. И отменяется как бы заказ. Либо, я не знаю, в моем случае, я не знаю, что произошло. Почему мне отправили дарбуку вместо сумки? Я не понимаю. Вот, я вернул эту дарбуку, не вернули деньги, но сумку заказать я уже не могу, потому что она резко подорожала. Та самая сумка, которая должна поехать ко мне, резко подорожала. Вот, и что тут? Что тут думать? Короче, мы с мамкой пока думаем, что нам делать. Это был мой подарок на день рождения. Походу, не судьба. Ну, или перезакажем, не знаю, посмотрим. Я не знаю, помнишь ли ты или нет,
что я в феврале ходил на подкаст, который, по сути, уже должен быть 5 раз выйти. Но мы не на того напали. Никитос, чувак, который делал подкаст, снимал, он решил доснять кое-что. И я вот сейчас его жду здесь. Надеюсь, что он все-таки придет. Потому что все остальные разы, когда мы с ним уславливались, что он придет на базу и что-то здесь подснимет, он не пришел. На репу я его звал, он хотел подснять что-то на базе, пару кадров, и уже выпускать подкаст. Прошло больше, чем полгода. Представляешь? То есть с того момента, как он позвал меня на подкаст, прошел год, прежде чем я пришел к нему. Уж не знаю, кто в этом виноват. И теперь прошло уже больше, чем полгода. Когда все снято, но оказалось, что нужно еще что-то подснять. Вот. Надеюсь, у нас все случится сегодня. Мы доснимем то, что ему нужно. И подкаст, я не знаю, ничто не должно помешать подкасту уже выйти. Я на это очень надеюсь. Я все не успокаиваюсь, короче. Не знаю, видишь ты эту грязь или нет? Вот эти пятна. В прошлый раз специальную жижу меня это почистить не удалось. А так как у меня есть пена, и как помнишь, она разъела пластик, покрытие на пластике, я хочу попробовать чуть-чуть запенить, посмотреть, что будет. Не очистит, ну и хрен с ним. Почистит, круто. Даем постоять. Пошоркать. Я уже сейчас вижу, что ничего не произошло. Хотя остальная часть тарелки стала значительно белее. А вот это пятно сверху, оно так и осталось. Вот эти вот пятна, они вообще ничем не берутся, короче. Ну что, Никитос приехал, мы с ним досняли. Надеюсь, все получится. Так что будем ждать подкаст. А я поехал домой. 29 июня, девчонки, мальчишки. Мы едем в сад. У меня в садочке пихты тут всякие. Так, вот в том году был полный облом. Вишни моей не было. Нифига она разрослась, не подойти. В этом году вот она только-только. Она еще жесткая. Это моя любимая китайская вишня. До меня вот только что сейчас дошло, как сделать, как повесить на этот подвес, этот барабан, так, чтобы он не влиял на настройку. Чтобы он сейчас не слетал как бы с этих втулок, я его приболтал вот этими гаечками, короче. Вот. Потому что барабан сейчас тянет вниз как бы. Если открутить, со временем он все равно свалится. Но ведь можно же его повесить вот за низ, и он вот так вот просто повиснет вот здесь. Но это, конечно, будет такое. Какая, в принципе, разница? Он наденется вот на эти втулки, оденется и будет висеть без всяких гаечек, прикинь. Я же перешил себе кресло дома. И вот я смотрю на этот стул. И я, наверное, сделаю так же вот этой стороной наружу.
потому что очень круто выглядит. Вообще прикольно. Эксперимент не удался. Как только я его повесил, он сразу выскочил с стула, короче. И, как я говорил, уперся этими втулками вот в пластик. Сейчас он вес барабана тянет вниз, а подвес как бы тащит пластик кверху. Ну, то есть при игре он как бы это, видишь, как телепается, типа. Вот на этом и на этом болте. Вот так вот он делает как-то. Так, я его опустил. Когда он у меня сидел здесь, барабан был высоко. Сейчас надо будет его поднимать, скорее всего. Не снимай, не выкладывай. Взяли счет. Идем в бухгалтерию. Готово. Собака не любит лесенки. Видишь как? Так. Ну что, собственно, как я и говорил, мой свист в ухе никуда не делся. Я думал, что у меня пробка в ухе. У меня никаких пробок нету. Вот. Врач сказала, что сосудистое что-то. Нужно сделать УЗИ, короче, сосудов шеи. Вот. И таблетки надо будет заехать купить сейчас. Попробовать. Заказал себе курочку. Наверное, со следующей пенсии запишусь к этому на УЗИ. Сдам кровь. Будем ковырять, копать. Будем копать дальше. Так, что у собаки тут вода есть? Есть. Ждем курочку, короче. Собака, ты так активизировалась, как будто это тебе приехала курочка, а не мне. Ой-я. Приятного мне аппетита. Июля, девчонки, мальчишки. Завтра у меня дыры. Ну, я не чувствую по поводу этого никаких... Нет у меня ощущений никаких. Обычный день. Обнаружил такую интересную вещь. Вот вытащил я трубку, да, отсюда. И Ямаха, это ямаховская стойка. Огромное, короче, внимание к деталям у них. Здесь вот пластмассочка стоит. Даже резиночка. Вот, казалось бы, зачем?
А видимо, чтобы когда ты задвигал стойку, вот эта штучка не билась об эту. И еще вот такая штукенция. Ни на одной стойке ты не найдешь такое здесь вообще. Вот такой пластиковый чопик. Так. Интересно, вот на этой трубке есть чопик или нету? Есть. Длиннючие трубки. Блин. Ай, блядь, соседи. Здесь тоже резиночка, видишь? Потому что когда делаешь вот так вот, чик, она ничего не бьется, амортизирует. Круто, блин. Когда-то у меня была установка Mapix. Вот она, собственно. Вот она. У меня был такой прикол. Я вот этот том убрал вообще. А вместо него на клемпе повесил 12 том. Здесь у меня были размеры такие. 12, 16. Здесь висел 12, а здесь на клемпе висел тамбурин. Короче, вот так вот. И я так очень долго отыграл. Много концертов таким образом. Но еще я тут сажу его до конца. Этот делаю прям максимум вверх. Чтобы, если мне надо сделать по высоте, мне проще открутить этот винт и вот этот кусок как бы двигать туда-сюда. Жесть. Охренеть. Просто охренеть. Будем ждать с собакой. Я хотел закруглить этот бложик, короче. Как всегда. В финалочке сказать, что спасибо, что смотришь. Вот это все, вот это вот. Ни о чем, вот это вот. Тебя кто-то заставляет это смотреть. Если ты смотришь это через силу, то мне тебя жаль, как бы. А если тебе нравится вот это смотреть, болтовню мою, то я даже рад. Спасибо тебе. Не забывай черкануть что-нибудь в комментариях. Вот. И вонзить лайк. Тоже очень важно для меня. Всем пока. Тебя люблю.